В 1977 году группа Television выпускает свой дебютный студийный альбом под названием Marquee Moon «Шатер Луна». Этот альбом в моей коллекции представлен оригиналом, выпущенным в Канаде. Кстати, 1977 год иногда называют нулевым годом панка. Ожидание дебюта Television, чей дебютный сингл был записан еще в 1975 году, было усилено восторженным отзывом Ника Кента в журнале NME, в котором Television описывались как группа «одна на миллион». Весь песенный материал для альбома написал Том Верлен самостоятельно, только в написании трека «Guiding Light» «Путеводный свет» его соавтором был Ричард Ллойд. В то время как Ллойд и Верлен хотели продюсировать пластинку сами, компания Elektra Records связала группу с опытным инженером Энди Джонсом, покойным братом легендарного продюсера и инженера Глина Джонса. Он был одним из лучших в мире инженеров по рок-н-роллу, вспоминал Ллойд. Однако, согласно содержанию интервью, данному Ллойдом шотландскому писателю Демиену Лаву для журнала Uncut, столкновение образа жизни Джонса и членов группы телевидения с самого начала вызывало напряженность студии. Ллойд в своем интервью рассказывал: «Энди привык к людям, которые не возражали против расслабления в студии. Ну вы знаете, вы начинаете в 2 часа, а инженер появляется в 4:30, гитарист появляется в 5, а певец появляется в полночь». Но телевидения таким не были. Мы были пунктуальны и серьезны. Поначалу Джонсон не проявлял особого интереса к группе, но, вернувшись в студию после Рождества, внезапно заявил: «Боже, да это великолепно!» Television записала альбом Marquee Moon в сентябре 1976 года на студии в Нью-Йорке. Как только Джонс и Television нашли взаимопонимание, они показали настоящий мастер-класс в создании в своем роде четкой, но резкой продукции, при этом не потеряв чувство мелодии и поп-привлекательности. Их изобретательность в создании и записи единственных в своем роде гитарных звуков превзошла любую другую работу над записью того года, за исключением альбома Rumors группы Fleetwood Mac. Свои соло Верлен и Ллойд исполняли так, что они оставались неотъемлемой частью песни. Они превращались в демонстрацию гитаристами своего уровня владения инструментом. И надо отметить, что их дуэт не выделялся бы так сильно, если бы не плотная универсальная ритм-секция Билли Фика на барабанах и Фреда Смита на басу. К тому времени, когда группа начала работать с лейблом, чтобы записать пластинку, за их плечами было уже 3 года неустанных репетиций и концертных выступлений. Television репетировали от 4 до 6 часов в день и от 6 до 7 дней в неделю. Это позволило провести относительно быстрый 6-недельный процесс записи альбома. По 2 недели было на запись, наложение и мастеринг. Некоторые треки были записаны с одного дубля. Это стало возможным, потому что Верлен заранее определил структуру альбома. Во время подготовки и записи группа отказалась от большей части материала, написанного ими за 3 года. Оказавшись в студии, они записали 2 новые песни для альбома – Guiding Light и Torn Curtain – разорванный занавес, и более старые песни, такие как Friction и Venus, и заглавный трек, который стал стандартом в их концертных выступлениях. Как рассказывал о записи альбома Ллойд, мы хотели арендовать вращающийся динамик, чтобы получить звук для трека Elevation, но арендодатели хотели слишком много денег за это. Так у Энди появилась идея. Он взял микрофон, и пока я исполнял гитарное соло в Elevation, он стоял передо мной в студии, размахивая этим микрофоном вокруг головы, как Ласса. Он чуть не оторвал мне гребаный нос, я постоянно отступал, пока играл. Риск, на который Джонс и группа пошли в студии, окупился. Marquee Moon стал культовым альбомом благодаря своему мифическому статусу как среди музыкальных критиков, так и среди молодых музыкантов. 1977 был отличным годом. Почему сейчас люди не могут придумывать такие альбомы? Так написала известная британская панк-рок журналистка и музыкант Вивьен Голдман в своей 5-звездочной рецензии на альбом для номера журнала Sounds. И 40 лет спустя Marquee Moon продолжает открывать глаза на то,
как электрическая гитара может быть творчески использована в панк-роковой идиоме. Элементы сверхъестественного двухтактного взаимодействия между Верленом и Ллойдом можно услышать в музыке и последующих молодых исполнителей. Верлен и Ллойд составляют сокрушительную гитарную пару, особенно в таких треках, как открывающий альбом See No Evil, растянутые заглавные треки более классически звучащая Prove It, о записи которой Ллойд рассказывал: «Однажды мы пришли, а Энди спал за столом. Все микрофоны были настроены, поэтому мы попросили помощника инженера включить магнитофон, чтобы мы могли записать Prove It. Мы исполнили песню, вернулись к пульту, а тут и Энди проснулся. Он параноидально огляделся вокруг и сказал: «Я это сделал? Я это записал?» Мы все покачали головами. «Да, Энди, это ты и записал». Он сказал: «Я чертовски хорош, не так ли?» Не надо признать, это было правдой. Барабанные партии Фика придали пластинке кинетическую энергию, которая проявляется под гитарным слоем Ллойда и Верлена, особенно в таких треках, как Marquee Moon и Elevation. Он повсюду говорил Ллойд об игре Фика на пластинке. Ллойд вспоминал, как говорил Билли: «Послушай, у всех великих гитаристов есть сумасшедшие барабанщики». По мнению Ллойда, все эти абсолютно сумасшедшие хронометристы на самом деле не следили за временем. Но все-таки большинство фанатов группы утверждают, что все то, что делает альбом таким классическим, это гитары. Контраст между этими двумя солирующими инструментами ошеломляет. Хотя в своем интервью журналу Rolling Stone в 1977 году Верлен сказал: «Я делаю так много ошибок, когда играю, просто люди их не замечают. Существует множество способов попасть из одного места в другое на грифе гитары, о которых я даже не подозреваю». Альбом Marquee Moon – это умно, сложно технически, но доступно. Это ошеломляющее сочетание контрастной эстетики с панк-роком, ослепляющее джазовой виртуозностью гитары. Стихи песни, наполненные символизмом, были написаны Верленом и содержали в себе городские пасторальные образы, отсылки к Нижнему Манхэттену, темы подросткового возраста и влияние французской поэзии. Чтобы придать своим песням импрессионистский оттенок, Том также использовал каламбуры и двусмысленность. «Я помню, как тьма удвоилась. Я помню, как молния ударила сама в себя», поется в заглавном треке. Вокальное исполнение песен Верленом в стиле беззаботной нью-йоркской насмешки. Разобраться в текстах песен Верлена – это всегда нелегко и рискованно. Их неясность – важная часть мистики творчества группы Television. Отвечая на вопрос журнала Панк о текстах песен, Верлен назвал их атмосферными. «Я имею в виду, что вам не нужно говорить, что вы имеете в виду, чтобы донести мысль». Ричард Ллойд добавил: «Это как если бы вы сказали 5 слов, а имели в виду 6-е». Том Верлен подтвердил: «Да, это правильно». Нельзя сказать, что это оригинальный подход к составлению текстов песен. Так поступали и другие известные исполнители, от Джона Леннона до Курта Кобейна. Как выразился один критик, незавершенные мысли и необработанные эмоции всегда находили место в рок-н-ролле, потому что одна из самых больших проблем молодежи – это борьба за то, чтобы сказать, что вы, твою дивизию, имеете в виду, когда ваши гормоны пылают. В художественной поэзии такой подход не столь распространен и популярен. Лучшие песни альбома Friction, Venus и эпический заглавный трек начинаются как сфокусированные панк-рок песни, но быстро переходят в расширенные инструментальные пассажи, в которых переплетающиеся гитарные партии Ллойда и Верлена намекают на джем-рок для интеллектуальных слушателей. Трепетный и почти андрогинный вокал Верлена предвещал синтепоп 80-х и инди-рок 90-х. Открывает альбом трек «Не вижу зла» See No Evil. Это один из лучших вариантов песен для открытия альбомов всех времен. С самого начала с переплетенными гитарами Тома Верлена и Ричарда Ллойда, извергающими голубоватую тьму, вы попадаете в кроличью нору, в новый мир. Ударный ритм несет под собой огонь, а Верлен воюет как человек из очага сцены CBGB 70-х. Но это панк по настроению, но не по звучанию. Как выразился один обозреватель, в первых тактах трека See No Evil показано, как один топор пронзает небосвод, а другой закручивается вокруг него по спирали. То, что я хочу сейчас. И это намного больше, чем когда бы то ни было, поет Верлен. Я хочу летать, летать фонтаном, я хочу прыгать, 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 прыгать с горы.
Я хочу красивую маленькую лодку, сделанную из океана. Ну и далее в таком же духе. Возможно, строки песни намекают на вечную борьбу между молодежью, полной неограниченных возможностей, и старшим поколением, которое говорит им: вот когда ты вырастешь, ты поймешь. А песня намекает, что не нужно соглашаться на меньшее, чем вы хотите, ибо такой выбор приведет вас к отвратительным отношениям и нелюбимой работе, которую вы делаете только для того, чтобы оплатить свои счета. Том Верлен настаивает на том, что он хочет, и хочет сейчас. После второго припева мы слышим первое гитарное соло Ричарда Ллойда. Немногие гитаристы исполняют крещендо так же хорошо, как и Ричард Ллойд. Следующая песня на альбоме «Венус» – «Венера». Это идеальная квинтэссенция того, что сделало телевизион такой замечательной. Здесь в голосе и лирика Тома Верлена занимает центральное место. Эту песню группа играла уже не один год в разных вариациях. Альбомная версия звучит ярко и свежо. Приятные мелодичные рифы, интерпретация стихов песни дает пространство для полета фантазии. Первые два стиха кажутся изображением первой влюбленности на фоне величия Нью-Йорка. Первый куплет песни начинается со строк: «Это была напряженная игрушечная ночь. Улицы такие яркие, мир был таким тонким между моими костями и кожей». Далее Верлен сравнивает свой нью-йоркский опыт с каким-то новым видом наркотиков. Оба первых куплета заканчиваются тем, что Верлен падает в объятия Венеры Милосской. Но, как мы знаем из припева, этому скоро придет конец, ведь у статуи Венеры Милосской рук нет. В песне также идет речь о дружбе Тома с Ричардом Хеллом. Заканчивая песню, Том поет: «Я встал, вышел из объятий Венеры Милосской». Это интересная история, отлично выраженная, с блестящей центральной метафорой о руках Венеры Милосской. Продолжает альбом трек «Трение» «Friction». Интересная песня, я читал несколько интерпретаций текста этой песни. Главное предположение, что речь идет о сексуальном опыте. Но опять же есть один вариант, что речь идет о любви геев, другой вариант о подростковой любви парня и девушки. Верлен заслуживает того, чтобы его причислили к величайшим рок-лирикам всех времен. Верлен здесь поет: «Ты знаешь, что все мы, мальчики, окажемся в тюрьме, но я не хочу взрослеть. Слишком много противоречий. Мы оба без ума от трения». Но предположения слушателей остаются их предположениями, а мысли автора песни об этом неизвестны. Закрывает первую сторону альбома заглавный трек «Марки Мун», самый продолжительный трек на альбоме в прекрасном инструментальном исполнении, с регги-подобным вступлением на двух гитарах, с виртуозными гитарными дуэлями Верлена и Ллойда, с нетипичными сложно структурированными аранжировками. Ну и опять же плюс импрессионистическая, загадочная поэтичная лирика Верлена. «Я помню, как тьма двоилась, я помню, как молния ударила сама себя. Я слушал, слушая дождь. Я слушал, слыша что-то еще». Том Верлен написал эту песню в тот же год, когда было масштабное отключение электроэнергии в Нью-Йорке, причиной которого стала сильная гроза. Нью-Йорк оказался на грани краха. Во многих районах погас свет. Насилие, грабежи, поджоги, безумие были бесконтрольными. Той ночью городская цивилизация разваливалась. Царил хаос, в результате которого произошло наибольшее количество арестов в истории города. Верлен поет: «Жизнь в улье сморщила мою ночь. Поцелуй смерти, объятия жизни». В песне также есть и Кадиллак из кладбища, и незнакомец на железнодорожных путях со своими советами. «Послушай, малой, не будь таким счастливым, и ради всего святого, не грусти так». В общем, скорее всего, в песне рассказ о сложном пути человека от тьмы к свету и достижении покоя в этом сумасшедшем мире. В этой песне мы слышим прекрасную демонстрацию инструментального мастерства группы, достаточно изощренный трек, чтобы причислять его к стилю панк-рока. Песня, по воспоминаниям Билли Фика, была записана за один дубль. Продюсер Энди Джонс предложил группе записать еще одну версию песни, но Верлен сказал ему: «Забудь об этом». Эпическая «Марки Мун» является одной из величайших гитарных песен всех времен. В припеве Том играет расширенное ведущее соло, а Ричард Ллойд играет на поддержке. Верлен исполняет партию ведущего вокала в характерно придушенной манере, что стало также отличительной чертой звучания группы. Гитара Верлена Fender Jazzmaster свободна от искажений и каких-либо педальных эффектов, звучит необычайно свежо и чисто. Далее пышный звуковой ландшафт с блестящей партией фортепиано и нежной гитарой, которая имитирует певчих птиц. Это часть музыкальной магии. Басовая партия в этой песне невероятна.
В Великобритании трек Marky Moon был выпущен как сингл, достигнув 30-го места в британском чарте синглов. На оригинальном виниловом издании альбома песня звучит практически 10 минут, но на концертах группа иногда продлевала песню до 15 минут. Первый тираж сингла был выпущен только в формате 12-дюймового сингла, ограниченным тиражом в 25 тысяч копий, с песней в стереоформате с одной стороны и в моно с другой. Последующие тиражи сингла уже выпускались в 7-дюймовом формате, в котором трек был разделен на две части – сторону А и сторону Б. Песня Marky Moon фигурирует в различных списках величайших песен, в том числе в списке журнала Rolling Stone 500 величайших песен всех времен. Здесь песня Marky Moon в 2021 году заняла 173 место. Первая песня на второй стороне альбома – это трек «Возвышение» Elevation. Это более ритмичная песня в каталоге Television, демонстрирующая сложность игры группы и их возможности бросать вызов традиционной рок-структуре. Уникальный подход к построению песен, инструментальное мастерство интеллектуального звучания. Верлен здесь поет. Последнее слово – это потерянное слово. Наши губы сомкнуты, наше дыхание горит. Эти холодные дикие моря заставили нас повернуться. Но сегодня я сплю спокойно на этих берегах. Я живу легко на этих берегах. Возможно, в песне идет речь о личных взаимоотношениях. Текст песни снова дает нам широкое поле для фантазии и восприятия. Следующая песня «Путеводный свет» Guiding Light – это единственная композиция на альбоме, написанная совместно Верленом и Ллойдом, и многие фанаты считают ее самой красивой песней на альбоме. Она нетипична для остального материала альбома и по темпу, и по аранжировке, с ее традиционной соул-балладой, и манерой исполнения вокальной партии Верлена. Величественное построение аккордов в куплетах захватывает, а нежный припев вызывает умиротворяющее наслаждение. Гитарное соло Ллойда развивает дополнительную мелодию, которая закрепляет общую тему. Верлен в тексте песни в поисках путеводного света, помогающего найти верный путь и избавиться от сомнений. Следующая песня Prove It была выпущена как второй сингл с альбома и также была основным элементом ранних концертных выступлений группы и часто исполнялась в качестве завершающего трека концерта. Ведь песня заканчивается строчкой «Я работал так долго, так долго». Это дело закрыто. Текст песни традиционно неуловимый и полон абстрактных рассуждений. Трек Prove It был фаворитом у фанатов группы с первых дней выступления группы Television в клубе CBGB. Латиноамериканские ритмы в Prove It придают некую игривость, основной гитарный риф запоминающийся. Звучание припева добавляет ощущение драматизма. Закрывает альбом трек «Рваный занавес» Torn Curtain. С музыкальной точки зрения это одна из самых интересных и сложных композиций на альбоме. Некоторые фанаты считают эту песню освещением одной из причин распада группы – это наркозависимость Ричарда Ллойда. Возможно, здесь речь идет не о наркозависимости, а о какой-то общей печали, боли и слезах. Возможно, это песня о том, как разобраться с темными образами прошлого, о ваших поступках, о которых вы теперь сожалеете, с осознанием того, что вы могли бы сделать другой выбор, и это бы изменило вашу жизнь. Но прошедшее не вернуть. Медленный, величественный ритм песни может вызывать образы похоронной панихиды, но в песне нет и намека на смерть. Обложку для Marky Moon снял фотограф Роберт Мэпплторп, который ранее снимал обложку для альбома Патти Смит 1975 года «Horses». Когда Мэпплторп передал группе распечатанные образцы фото, Ллойд отнес фото в типографию на Таймс-сквер и попросил копировщика распечатать с изменением цвета фотографии, ссылаясь на трафаретную печать в стиле Энди Уорхола. Когда члены группы увидели такой вариант фото, это понравилось им больше, чем оригинальное фото. А оригинал фото Фред Смит ставил рамку и оставил его себе. Когда в феврале 1977 года был выпущен Marky Moon, он получил широкое признание критиков и неожиданный коммерческий успех в Великобритании. Хотя в Соединенных Штатах альбом продавался плохо. Marky Moon сильно отличался от преобладающих тенденций того времени, хотя и в последующие годы он нисколько не устарел. С тех пор критики считают его одним из величайших альбомов американского панк-рока и краеугольным камнем альтернативного рока. Музыкальные критики утверждают, что инновационные элементы звучания этого альбома оказали свое влияние на инди-рок
и движение новой волны 80-х. На первый взгляд Television вовсе не была частью панк-рока, по крайней мере не в общепринятом виде. Своих антиобщественных современников, бьющихся, кричащих и одержимых причинением оскорблений всего и вся. На самом деле с их подходом и презрением к условностям рока 70-х Television были самой сутью панка, и они были глотком свежего воздуха на мрачном фоне британской музыкальной сцены в начале 1977 года. Альбом занял 17 место среди 40 величайших панк-альбомов всех времен. В книге Колина Ларкина «1000 лучших альбомов за все времена» варианта 2000 года Марки Мун занял 53 место. Он занял второе место в рейтинге 100 величайших дебютных альбомов. Музыкальный обозреватель Стивен Томас Эрлевин написал в своем обзоре альбома Марки Мун, что это революционный альбом, но революция это тонкая, сдержанная. Без сомнения, это гитарный рок-альбом, который не похож ни на один другой. В журнале Sounds Вивьен Голдман написала об альбоме: очевидная, беззастенчивая, мгновенная классика. Ну вот ради объективности давайте разберемся, как же так получается. Альбом Марки Мун в Великобритании попадает в топ-30 альбомов, а в родных для группы Соединенных Штатах данный альбом вообще не попадает в чарт Billboard. И было продано в Соединенных Штатах этого альбома менее 80 тысяч экземпляров, которые, скорее всего, осели где-то в географическом районе около Манхэттена. В чем причина того, что среднестатический слушатель рока в Америке в 1977 году оказался абсолютно равнодушным к выходу данного альбома? Марки Мун – это захватывающая новаторская работа талантливой группы, запись вне классификации жанров, повлиявшая на целое поколение исполнителей в сфере альтернативного рока. И в этом есть начало причин коммерческой неудачи альбома. К такой полной оригинальности материала и исполнения широкая американская публика была не готова. Посмотрев на альбомы, которые занимали первые места в чартах Billboard в 1977 году, мы узнаем, что среднестатистический американец не особо интересовался новаторством и оригинальностью. Верхние строчки чартов занимали работы, конечно, с блестящей музыкой. Умами и кошельками слушателей тогда владели опытные звезды и дружественные к поп-року хитмейкеры. И вот если учесть творческую окружающую среду того времени, шансов получить широкую популярность у этого альбома и быть не могло. Да и сам Нью-Йорк в 1977 году не был приятным местом для американцев, приезжавших туда в то время. Затянувшийся финансовый кризис в городе достиг апогея. Мэрия города уволила десятки тысяч сотрудников, включая библиотекарей, сборщиков мусора, пожарных и полицейских. Кучи мусора в городе быстро росли, и тлеющий мусор вскоре стал сочиться из лопнувших мешков для мусора и переполненных мусорных баков, что даже мешало пешеходам преодолевать многочисленные тротуары города. А какая стояла вонь! В течение нескольких дней под летним солнцем Нью-Йорка поджаривалось около 58 тысяч тонн неубранного мусора. В преддверии увольнений профсоюз полицейских уже распространил брошюры «Добро пожаловать в город страха». Их распространяли в аэропорту Кеннеди, на центральном ЖД вокзале и на автовокзале. А к брошюрам прилагалось руководство по выживанию, в котором прибывающим туристам рекомендовалось не покидать свои отели после захода солнца и не ездить на метро в любое время. А ведущий популярного вечернего шоу Джонни Карсон шутил: «Марсиане сегодня приземлились в Центральном парке Нью-Йорка и были ограблены». В политических карикатурах по всей стране Нью-Йорк превратился в тонущий корабль. В зоопарк, где обезьяны были наняты в качестве смотрителей зоопарка. И хотя вновь образованные группы Нью-Йорка в то время подписывали контракты на запись одна за другой, The Ramones, к примеру, выпустили свой первый альбом весной 1976 года. Их музыка захлестнула район Бауэри, гласила реклама в музыкальных журналах. Сейчас это захлестнет всю страну. Но этого не произошло. Альбом достиг 111-й позиции в чартах Billboard. У Talking Heads, еще одной из самых популярных групп, игравших в клубе CBGB, их альбом 1977 года едва поднялся на 97-ю позицию в чартах Billboard 200.
В то лето после своего релиза, после тура по стране, группа играла в основном в пиццериях. Кроме территории Нью-Йорка, эти группы также мало кого интересовали, и уже тогда можно было предполагать, что панк-рок всегда будет ассоциироваться с грязными улицами в центре Нью-Йорка, где он родился. «Сейчас лето наших дискотек», писал в июне 1977 года в журнале «Нью-Йорк» журналист Энтони Хейден-Гест. И каждая ночь – это вечеринка. Через месяц после появления этой статьи в Нью-Йорке было великое отключение электроэнергии. И это в разгар жесткой летней жары. И последующее за этим масштабное общегородское мародерство. За исключением, конечно, состоятельных районов. Остальная часть США вряд ли сочувствовала нью-йоркцам. Мародерство в Нью-Йорке в 1977 году, казалось, только подтвердило самые худшие подозрения о городе. Газета «Вашингтон-Пост» задала тон, называв грабежи обвинением для города, его руководства и его жителей. Даже журнал «Христианство сегодня» подлил масло в огонь, заявляя, что Бог послал свой суд на город, который отвернулся от него. «Отсутствие электричества осветило реальность в умах и сердцах людей», писал журнал. Вот на что похожи люди, когда они отделены от света. И вот, учитывая все это, мы не удивимся, что продажа нью-йоркской музыки за пределами Нью-Йорка в середине 70-х годов не стала широкомасштабной. Американцы не хотели иметь ничего общего с этим разрушающимся, жутким, охваченным преступностью городом-свалкой. Ради справедливости надо отметить, что Нью-Йорк был не единственным американским мегаполисом, находящимся в резком упадке. Вот в такое время и в такой атмосфере и окружении фронтмен группы Television Том Верлен написал песни для альбома «Марки Мун», живя в городе, который приближался к краху. В Нижнем Ист-Сайде, в среде постоянной бедности, преступности, наркотиков и заброшенного жилья. В этой среде Верлен и его товарищи создавали нечто новое, необычное, открывавшее музыкальные направления и тексты с умной игрой слов и запоминающимися образами. А большая часть США считала группу Television просто странной. А тот факт, что они были родом из Нью-Йорка, давало повод потенциальным покупателям пролистывать дебютный альбом группы в стопках пластинок в музыкальных магазинах.